Привет, друзья! Сегодня Германия снова привлекает внимание необычным поворотом событий. Несколько влиятельных политиков из блока ХДС-ХСС призывают укрепить систему медицины, чтобы она была готова к любым вызовам. Почему их требования вызывают бурные обсуждения и что это значит для федерального правительства канцлера Фридриха Мерца? Но это лишь часть обеспокоенности. Экономика Германии также под пристальным вниманием. Количество банкротств за последний год выросло, особенно среди малых и средних компаний. А споры об экономическом повороте Мерца набирают силу. За пределами Германии тоже много интересного. В Великобритании планируют изменить правила предоставления убежища, чтобы пересмотреть золотой паспорт, а в самой Германии владельцы домов обсуждают резкий рост налогов на недвижимость. И еще впереди федеральный бюджет на 2026 год Германии. Мерц заложил в него рекордные расходы и новые долговые обязательства, которые могут повлиять на всю страну. Про все эти последние новости часа я расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии вновь обсуждают укрепление системы кризисной медицины. Несколько влиятельных политиков из блока ХДС-ХСС, союзников канцлера Фридриха Мерца, предлагают повысить ее готовность к возможным вызовам. Они подчеркивают, система медицины должна быть готова к возможным чрезвычайным ситуациям. Главный аргумент консерваторов – это Германия слишком зависима, внимание, от импорта лекарств и оборудования. Один сбой в цепочках поставок может привести к временным трудностям с обеспечением больниц с ключевыми препаратами. Поэтому союзники Фридриха Мерца требуют миллиардные инвестиции, укрепить больницы, расширить запасы медикаментов, усилить координацию между регионами и федеральным правительством. По их словам, кризисная инфраструктура должна работать так же эффективно, как любая ключевая государственная система. Речь идет о четких схемах реагирования, новых складах, цифровых платформах для обмена данными и обязательно подготовке персонала. Политики прямо так и говорят: лучше вложиться сейчас, чем расплачиваться хаосом позже. Следующая новость – одна из самых важных для экономики Германии. В Германии новый сигнал. В октябре, внимание, суды зафиксировали рост числа банкротств, самый высокий за последний год. Экономисты уже говорят, что это может стать первым ударом по экономической политике канцлера Фридриха Мерца, который, кстати, обещал стабилизировать бизнес-среду. Особенно интересно, что в статистике доминируют малые и средние компании, то есть те, которые обычно устойчиво работают. Сейчас они испытывают трудности из-за растущих цен, дорогих кредитов и снижения спроса. Главный вопрос – это временное снижение или все-таки начало тенденции, которая затронет всю страну? Эксперты отмечают, если тенденция сегодня сохранится, Германии предстоит новые экономические вызовы в зимний период. Правительству уже напомнили о необходимости мер поддержки, но критики спрашивают, почему система дала сбой именно сейчас. Интрига все-таки остается, станет ли это испытанием для Фридриха Мерца, или же канцлер сможет повернуть ситуацию в свою пользу, усилив контроль над экономической политикой. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. В Германии разгорелся новый спор. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что стране удалось все-таки переломить кризис, хотя мы видим совершенно другой, и что экономический поворот уже начался. Но одна из самых влиятельных экономисток Германии, глава Совета экспертов Моника Шницер, резко ему возразила. Шницер говорит, никакого поворота нет и приводит простые причины. Первое. Экономика Германии растет слишком медленно, всего лишь около 0,9%. Второе. Правительство тратит слишком много денег на краткосрочные политические решения, которые красиво выглядят, но не решают проблем. И третье, Германия по-прежнему слишком зависима от старой промышленной модели и не вкладывается достаточно в технологии. По словам Шницер, если страна не изменит свой подход, Германия рискует продолжать отставать от других европейских экономик. Команда Мерца, наоборот, уверена, что сниженная бюрократия и новые инвестиции уже начинают работать. Для Мерца важно показать, что его курс правильный, ведь именно экономическая политика и стала главным обещанием его правительства. Этот спор теперь выходит на первый план. Одни говорят, курс Мерца работает, другие требуют доказать это цифрами, а не словами. И от того, кто окажется прав, зависит, сможет ли Германия действительно выйти из затяжного кризиса. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Великобритании обсуждают новые правила. Внимание! Кабинет премьер-министра Кира Стармера планирует изменить политику золотого паспорта для беженцев.
Политику, которую некоторые называли удобной визной карточкой для тех, кто ищет убежище. Министр внутренних дел Шабана Махмуд заявила, что страна берет курс по примеру Дании, где статус беженца дается на короткий срок, а затем пересматривается. По новым правилам беженцы будут получать статус на 30 месяцев, после чего их право на проживание будет пересматриваться в зависимости от ситуации в их странах. Махмуд также предлагает, чтобы те, кому убежище предоставлено, ждали 20 лет, прежде чем смогут подать заявление на постоянное проживание. Еще одно новшество – это отмена обязательной поддержки. Законопроект предлагает, что государство перестанет давать жилье и выплаты тем, кто может, но не хочет работать. Частично средства, которые сейчас тратятся на социальную помощь, будут перенаправлены на улучшение управления системой миграции. Правительство объясняет реформу так. Лондон хочет стать менее привлекательным местом для незаконных мигрантов и остановить поток тех, кто пересекает канал Ла-Манш на лодках. По словам Махмуд, в нынешней системе есть стимул для притока, и ее нужно убрать ради безопасности и устойчивости миграционной системы. Критики уже подняли тревогу, они считают, что такие изменения ударят по правам беженцев и ослабят гуманитарную миссию Великобритании. Однако для правительства Стармера это больше, чем политика, это ставка на радикальное переосмысление миграционной модели, и решаться все будет очень скоро. И это только начало. В Германии назревает еще новый скандал. Владельцы домов получат уведомление о резком росте налога на недвижимость. И разница между городами просто поражает. Два одинаковых дома могут платить сумму, отличающуюся на несколько сотен евро в год. Эксперты говорят, реформа, которую так долго обсуждало правительство Германии, обернулась полным хаосом. В одном городе человек платит около 300 евро, а всего в часе езды уже свыше 1000 евро. Люди спрашивают, как такое возможно в одной и той же стране. Причина проста. Каждый город установил свои коэффициенты. Одни муниципалитеты повысили ставки для покрытия бюджета, другие оставили старые. В итоге налог на дом зависит не от его размера, а от принятых местной администрацией решений. Многие организации домовладельцев уже требуют от правительства Фридриха Мерца навести порядок в стране. Они предлагают единый подход по всей Германии, чтобы люди не переплачивали только из-за того, что живут не в том городе. Если кабинет Мерца не вмешается в ближайшие месяцы, страну ждет волна жалоб и судебных исков, а для миллионов жителей Германии это означает одно – счета за жилье в 2025 году могут вырасти еще сильнее, и никто пока не знает, где этот рост остановится. А дальше еще интереснее. Германия готовится к новому рекордному бюджету и снова с ростом долгов. На 2026 год расходы федерального правительства составят более 524 миллиардов евро. Это на несколько миллиардов больше первоначальных планов. А новые кредиты по основному бюджету почти 98 миллиардов евро. Это на 8 миллиардов больше, чем ожидалось. И это только начало. Если учитывать дополнительное финансирование обороны, инфраструктуры и цифровых проектов, новые долговые обязательства могут превысить, внимание, 180 миллиардов евро. Причины такого шага очевидны. Растущие расходы на оборону, помощь Украине, новые цифровые инициативы и поддержка системы здравоохранения и ухода за пожилыми. Внимание! Бюджет на поддержку Украины увеличен почти на треть, с 8,5 до 11,5 миллиардов евро, включая поставки оборудования и помощи. А новое Министерство цифрового развития получит 1,36 миллиарда евро, чтобы ускорить цифровизацию всей страны. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.